как нормально пишется? Hello. Почему нормально? Ну как, в петличке, круто. У нас всегда нормально, у нас всегда элитное качество. Не, Дядя Саша, у нас всегда элитное качество. Потому что студия Алга Петербург лучшая студия, как минимум в Калининском. Мы в Калининском районе? Да. Выборгское, да? Как минимум в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Ну, как минимум на улице Бутлерова. Как минимум на улице Бутлерова, дом 9, на втором этаже в 30-м офисе. Ну что, можем начинать? Поехали. Привет, друзья! Вы на канале Алга Петербург. Сегодня пятница, в студии Саша Карельский, Ваня Червинский. Салем, Тухан Достар! Ух ты, как выпалил. Сразу видно, читаешь ты комментарии под нашими выпусками. Да, а мне наши уважаемые зрители сказали, что вот почему я так не здороваюсь, что я забыл свои корни. А нет, видишь, помнят. Я предлагаю начать, разумеется, с новостей, которые накопились за эту неделю. Сегодня пятница, время обсуждений. И, разумеется, начнем мы с новости, которая никого не оставила равнодушной и уже вышла за пределы мира Диарс. Это новый клип Димаша Кудайбергена, который бьет все возможные рекорды. Видел уже 750 тысяч. Я уже посмотрел на сегодняшнюю минуту 765 тысяч просмотров за 3 дня. Ну подожди, я думаю, что на момент выпуска уже будет 1 миллион, поэтому, друзья, если вот сейчас 1 миллион, то значит, то что значит? Ну вот, значит 1 миллион. Кайран Елим называется эта работа, и я думаю, что многие из вас уже посмотрели, и, наверное, не по одному разу, и согласитесь, что очень сложно дать достаточно объективную оценку, во всяком случае мне, как человеку не музыкальному, не профессиональному, да и для многих пока только их тревожит и волнует эмоции, ощущения от этого клипа. Но я думаю, что там через недельку, через 2 появятся уже более такие зрелые какие-то размышления по поводу этой работы. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что нам на почту пришло письмо от нашего доброго друга Мурата Рина. Вы наверняка видели передачу с его участием. Если нет, обязательно посмотрите. Его тоже не оставила равнодушной эта работа, и он поделился своими философскими умозаключениями об этом клипе. Поэтому ждите, скоро появится на канале Алга Петербург. Друзья, а если вы хотите увидеть первые впечатления от Диарс, то вы можете перейти на канал Эхо Питера и там посмотреть. Там Диарс со всего мира, Украина, Колумбия, Россия, все страны практически, ну ладно, не все, но 10 стран как минимум, ну ладно, 5 как минимум. В общем, можно понять, какое отношение у Диарс со всего мира, вот первые впечатления. Я увидел один очень интересный комментарий, что говорит, что вот понятно, что Диарс все восхищаются, круто, но, говорит, нет ни одного комментария от коллег по цеху. И это, я считаю, тоже очень такая интересная тема для размышления, почему коллеги по цеху, люди, которые связаны с музыкой непосредственно, молчат. Сразу видно, что Саша немного вдали от интернета живет. Дело в том, что уже есть огромное количество реакций, вот, в том числе и от профессиональных вокалистов. И разборов. Ну ладно, простим тогда. А те, кто еще не созрели, давайте, друзья, нам очень интересно знать ваше мнение. Следующая новость, которую мне бы хотелось обсудить, это день рождения генерального директора канала Муз-ТВ Армана Девлетярова. 13 августа ему исполнилось 50 лет. И если мы знаем Игоря Яковлевича Крутого, у него есть замечательный девиз: в жизни раз бывает 60, в жизни раз бывает 65 и так далее, то у Армана Девлетярова есть тоже свой девиз: «Мои года, мое богатство». Это, кстати, мне кажется, что позаимствованное. Вот. Я думаю, да, разумеется, известная песня, вот, но так или иначе, очень интересно. Я знаю, что вышел фильм об этом деятеле, да, современной медиаиндустрии. И мы также наверняка сделаем подробный разбор
потому что мы знаем, что там будет выступать Димаш, и нам, конечно, очень интересно будет узнать и его мнение, и вообще его пожелания этому важному человеку, который, насколько я понял и изучил, очень плотно выстраивает мостик, культурный мостик тоже между Россией и Казахстаном. Да. Поэтому поздравляем Армана Девлетярова с этим прекрасным возрастом, потому что многие утверждают, что после 50 жизнь только начинается. Саш, а вот знаешь, я сейчас подумал, нас же смотрят зрители из 200 стран мира. Угу. И надо же сказать, что Арман Давлетяров — это очень уважаемый человек. Он директор, правильно? Да. Или продюсер? Генеральный директор. Да, генеральный директор телеканала Муз-ТВ. А Муз-ТВ — это один из 2 самых больших каналов, хотя я не знаю, как MTV еще работает у нас. Я тоже Наверное, тогда, наверное, правильно сказать, самого крупного музыкального канала в России. Вот так. Можно сказать еще о том, что Димаш, если вы помните, тоже принимал участие в премии Муз-ТВ, где блестяще выступил со своими песнями. И очень жаль, что в этом году, разумеется, премии не будет в привычном нам формате. Вот. Но будем надеяться, что в следующие годы. Но будем надеяться, что в следующем году эта ситуация изменится, и мы вновь увидим Димаша на этой замечательной премии. На самом деле, я не думаю, что Димаш больше всех расстраивается из-за этой премии, но я знаю пару народных артистов, которые, вот я уверен, что очень скучают вот по очередному вручению. Ну, пусть поскучает, им полезно. Да, им есть при том, чем заняться. Например, разобрать свои гардеробы, почистить перышки, так, как говорится. Еще одна важная новость, которая на этой неделе произошла. 10 августа в Казахстане отмечали День Абая. Впервые эта страна отметила День Абая, так как до этого, вы знаете, отмечали день рождения этого великого философа, мыслителя, поэта. И также вы наверняка слышали из нашего блица о том, что слова назидания великого Абая перевели на хинди. И я думаю, что лучшее, что мы можем сделать, Вань, в нашей передаче, это зачитать еще одно очень интересное назидание, которое, я думаю, нам всем будет полезно. Тот, кто разумен, интересуется великим, серьезным, достойным, идет к своим целям, умеет работать над своими ошибками. Цель не достигается за один день. Каждый день к цели полон тревог, слез, сомнений и неудач. Однако разумный не отступится. Легкомысленный человек и слабый тратит свое время на бессмысленные и пустые разговоры. К старости обнаруживает, что жизнь прошла зря, испытывает раскаяние и становится безутешным. В молодые годы ведет себя так, будто молодость бесконечна, и он пишет только черновик своей жизни. Никогда не относитесь к своей жизни как к черновику. Это так не работает. Каждый день нужно наполнять чем-то ценным, чем-то важным на пути к более важному. Да, ты посмотри, 175 лет прошло с момента рождения этого великого философа, а насколько ценные мысли, которые могут пригодиться любому современному человеку. Слушай, если бы вся молодежь и все люди на Земле пользовались бы вот этим золотым правилом, я думаю, что мы бы сейчас жили немного по-другому. Вся наша цивилизация, я имею в виду. Абсолютно с тобой согласен. Кстати, наверное, надо еще прорекламировать передачу, которую мы подготовили к этому празднику. Она уже есть на канале Алга Петербург, и очень мало людей... И очень мало как-то людей посмотрело. Вот, это неправильно. Друзья, да, прямо сейчас кто не смотрел, посмотрите по ссылочке, да, и давайте посмотрим. Еще одна прекрасная новость, Вань. Помнишь, на Кубе есть замечательная передача «Большая сцена». Так вот, говорят о том, что совсем скоро состоится еще одна передача, в которой будут рассказывать о Димаше. Так что передаем всем кубинцам большой и пламенный привет. Вы идете в правильном направлении, товарищи. Всем большой привет. Ну и давай немножечко расскажем про передачи, которые у нас были на этой неделе.
Мы вроде поработали с тобой, Вань, плодотворно. Обзор клипа, мое видение этой работы. Посмотрите, пожалуйста, очень мне интересно ваше мнение, совпадает ли оно, или обязательно высказывайте своим, потому что я знаю, что для многих эта работа вот прям заиграла самыми разными красками, и я вот, читая ваши комментарии, еще глубже постигаю вот то детище, которое Димаш продемонстрировал на своем YouTube-канале. Ты кто такой настырный? Я не знаю, там все подряд с разных номеров названия. Ну тогда, раз уж пошла реклама по полной, друзья, есть международный канал, очень хороший, «Эхо Питера», там очень много интересных передач, например, вот недавно там появились, кроме мнений Диерс, про которых мы уже сегодня говорили, там появилась уникальная вот рубрика «Социальный эксперимент», когда я встречаюсь с людьми с разных частей мира, тоже в чат-рулетке, значит, и показываю им Димаша. И там вот в новой серии я все-таки нашел человека, который узнал Димаша и там говорит: о, я же его знаю, это number one. В общем, друзья, переходите на канал «Эхо Питера» и смотрите. Кстати, там, если вы не понимаете английский язык, например, как Саша, можете смотреть с русскими субтитрами. Ну и там у нас на самом деле на большинстве языков есть субтитры. Вы можете смотреть и на испанском, на французском, на казахском, на украинском. В общем, друзья, переходите и смотрите. Да, а в эту субботу, то есть сразу после этой пятницы, выйдет «Социальный эксперимент», вот, в который я тоже посещаю чат-рулетку, и там наткнулся на классных, веселых девчонок, которые, оказывается, знают Димаша и высказали свое мнение по поводу этого артиста. Очень интересно. Кстати, важное, знаешь, что нужно сказать про передачи, которые появились у нас на наших каналах. На ЛГ Петербург у нас вышел флешмоб «Салем Дэнс». И у меня есть видео-письмо от нашей подруги Никиты. Друзья, Никита, она говорит по-английски, поэтому для того, чтобы понимать, что она скажет, вам нужно будет включить субтитры. Это очень легко все делается, да, Саш? Да, очень чик-чик, все. Hello, Vanya. I don't know if you had the time to read the comments and feedback that we had on the video, but it's great. It's a great feedback. People really liked it, and there were many comments that they would like to dance the choreography too, or some of them said they were dancing meanwhile they watched it. So I thought that maybe we could open the competition and spread the challenge even more, make it bigger, and people could do their own video of the dance, and then they can share it on their websites, on Facebook, on Instagram, and we will make it grow, spread more joy, more people could dance, maybe some more people will know Dimash, and it's a great result, and so many people understood that this is a moment where we need some joy and we need unity. So I think the message was received. And what do you think? Should we do it? Should we make it grow? Should we try? Друзья, это очень просто принять участие, и я, кстати, видел в комментариях, что очень много желающих, кто хочет присоединиться и слиться в этом порыве танцевальном. В общем, все просто. Для этого достаточно, значит, отметить ЛГ Петербург, отметить Никита Лила, отметить Димаш Кудайберген и поставить хэштег Салем Дэнс 2020. Ссылка на видео, она появится вот здесь вот. Или здесь. Ссылка будет в описании. А в конце я предлагаю посмотреть, как наш ведущий Саша Карельский, к сожалению, полностью его танец мы не смогли в этом флешмобе показать, но только для вас здесь на нашем канале вы увидите небольшой фрагмент. А полностью танец Александра Карельского смотрите где? В Инстаграме? В нашем супер Инстаграме. Юху! Переходите, да, друзья, подписывайтесь, там много таких вещей, которые не попадают на наш YouTube-канал. В общем, жизнь, творческая жизнь нашей YouTube-студии. Ну а я желаю всем отличного настроения и берегите суставы, танец. Танцуйте аккуратнее. Танец непростой. Ладно. Ну ладно, друзья, всем пока. Пока.